Самая большая дальность поездки среди серийных Ситикока уже в штатной комплектации. Самый быстрый электроскутер своего класса на заднем приводе. Электроскутер Ситикока BR4000 Fast от компании Skyboard обновленной версии. Мощность, которая заслуживает уважения и не требует постановки на учет. Электроскутер Ситикока, который уже покорил тысячи сердец, теперь с возможностью установки дополнительного аккумулятора. Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. Сегодня компания Skyboard жертвует одной из лучших своих моделей на мое растерзание. Все ради вас, дорогие подписчики! Электроскутер вступит в противостояние с холодом, грязью и жидкостями, которые зачастую оказываются на нашем пути. Но это еще не все. Я подготовил целую серию извращенных методов проверки на качество. Подписывайтесь на канал, впереди, как всегда, очень много интересного. И самое главное, розыгрыши среди подписчиков. Начнем с внешнего вида. Модель электроскутера BR4000 Fast имеет некоторые отличия от классического форм-фактора Ситикока. Передняя вилка напоминает стиль знаменитых мотоциклов Harley Davidson. Хромированный металл, на мой взгляд, отлично сочетается с литыми дисками электробайка. Что касается пластиковых элементов, здесь существует возможность выбора нескольких цветовых решений. Синий, красный, коричневый, серый металлик, зеленый хаки и классический черный. Перейдем к блокам управления на руле. По центру руля информационный ЖК-дисплей, который отображает скорость, вольтаж, общий пробег, пробег с момента включения электроскутера и включения световых приборов от ближнего и дальнего света до поворотников. С левой стороны руля расположен блок управления светошумовыми приборами. Сверху тумблер включения головной фары дальнего света. Ниже тумблер переключения поворотников. В самом низу кнопка звукового сигнала. И чуть правее тумблер включения ближнего света в виде подфарников. С правой стороны, помимо ручки акселератора, отвечающей за старт поездки, здесь расположен замок включения электроскутера и тумблер выбора скоростных режимов. Включение электроскутера, кстати, возможно при помощи брелока сигнализации, на тот случай, если вы не хотите, чтобы во время поездки перед глазами постоянно маячила связка ключей. Чуть не забыл, головной свет и подфарники не только имеют возможность регулировки, но и светотеневую границу, что просто необходимо для поездок в темное время суток, чего, кстати, очень не хватает бюджетным моделям на рынке. Отсутствие светотеневой границы не только грозит штрафом, но и реально способно привести к дорожно-транспортному происшествию. Так что очень вас прошу, уделите данному факту особое внимание еще до покупки электроскутера. Рама вполне надежная, сварные швы выполнены без грубых нарушений и дырок, которые встречаются в бюджетных моделях. Покраска тоже классная, сколы, конечно, возможны, но для этого придется очень хорошо приложиться твердым предметом. Проверим световые приборы на момент пробития во время поездки. Берем несколько горстей декоративного, но все же довольно крепкого щебня. Фракция примерно полсантиметра. Вот такая вот гравиечка со снегом. Ну, тут даже прям, наверное, сантиметр есть. Пучок какой-то. В общем, мелкая такая гравийка, типа рубленого мрамора. Сейчас будем ей швыряться по скутеру.
по оптике. Посмотрим, выдержит или нет. Прям, ну, камни. Ну, еще раз вот так с включенным светом. Головная фара. Подфарники. В общем, как-то вот так. Да, без света, наверное, даже было лучше. Ну и поворотники. Головная фара. Подфарники, стробоскопы. Ну, в общем, состояние очень даже хорошее. Никаких сколов, ничего нету. Погнали! Устроим бомбардировку. Полная ладонь гравийки от скутера. Раз, два, три, 4, 5. Ровно до столба. Начинаем бомбяшку. Разок. Едем дальше. Черпаем еще. К столбу. Погнали. Еще разок. Мало ли что-то на дороге может прилететь. Так что 3 раза хорошенько гравийкой долбанем. Даже присядем по прямой. Я думаю, хватит. Посмотрим, есть ли сколы. Так, при свете не очень видно. Сейчас переключусь на другую камеру и посмотрим. Так, ну в общем рассматриваем. Свет я выключил, а то он вообще ничего не показывает. Значит, где у нас был явный удар? Так, а я их толком и не вижу. Ага, ну вот был удар явно. Прям вот сюда прилетело. Стерли. Ну, маленький скольчик остался, конечно. Да, есть побои небольшие. Но фара не разбилась. И это самое главное. Фара целая. Вот, посмотрите. Это круто, на самом деле. А кидал я довольно хорошо. Не жалея скутера, так сказать. Нижняя часть. Так, ну вот какие-то там есть явно. Но здесь абсолютное стекло, и я, честно говоря, не вижу, опять-таки, никаких сколов, там прям повреждений. Да не, все круто. Сейчас даже голой рукой проверю, чтобы почувствовать, если есть какие-то там удары. Нет, друзья, все норм. Удивительно, но факт. Может быть, за счет того, что как раз они такие полукруглые, просто рикошетит щебенка. Не, ничего не разбилось, к сожалению или к счастью, даже не знаю. Но странно, что все это осталось целым и невредимым. Вам-то на слому там было лучше видно, попадал я, не попадал. Но я уверен, что попал и не один раз. Но есть какие-то мелкие там остались, наверное, ссадины. Но прям даже сколов самих по себе как таковых их нет. То есть исключительно, я бы сказал, царапки. Вот как-то так. Ну, круто, что могу сказать. Проверку прошел. За фурой можно пристраиваться, хотя вообще не советую этого делать. На байке все-таки лучше междурядье. Мало ли что там между колес вылетит у автомобиля.
В междуряде вы хотя бы поток контролируете. Переходим к тесту резины. Понятное дело, что мне не хочется их пробивать, чтобы потом оплачивать ремонт в шиномонтажке. Но показать, что резина способна справиться с банальными стеклами, считаю просто необходимым. Оно, конечно, страшновато, вдруг все-таки пробьет. Что думаете? Напишите об этом в комментариях. Ну и куда же без проверки водных преград? Напоминаю, что электроскутеры изначально приходят в Россию без усиленной гидроизоляции. Стандарт пыли-влагозащиты обычно находится на уровне IP54, то есть защищен от брызг, летящих под любым углом. Это не струя воды и даже не поток. Скутер после заливки полностью работает. И даже едет. Теперь после испытаний водой давайте заглянем внутрь электроскутера и посмотрим, есть ли внутри скопление жидкости. Контроллер стоит 60-вольтовый, 3950 ватт. Супер! Вода есть, но здесь ничего не замкнуло, и это здорово. Электроскутер едет. Вода скопилась также здесь. Обратите внимание вот на эту вот изоляцию заводскую. Вот таким образом в данном электроскутере принято решение установить контроллер. Оно находится под сиденьем, то есть занято место, где раньше был бардачок. И теперь в деку дополнительно можно установить еще один аккумулятор. Вода есть 100%. Вот, кстати, для подключения дополнительного аккумулятора. Есть отверстие для слива воды. Туда она как раз и уходила. По всему периметру они расположены. Вот еще одно отверстие для слива воды. Ну, в общем, как видите, вода вовнутрь проникает, это вполне естественно. Но скутер продолжает ехать, на все ему наплевать. Перейдем к проверке амортизационной системы. Информация для тех, кто не видел предыдущих испытаний электроскутеров Skyboard. Спереди установлена мотоциклетная вилка, сзади воздушно-масляные амортизаторы с возможностью регулировки жесткости. Для бездорожья я полностью спустил давление и не трогал зажимную гайку. Она находится в самом верху. Для поездок по дорогам общего пользования я всегда делаю более жесткие настройки. Вкачиваю воздух в бачки и затягиваю гайки порядка 8-9 витков под собственный вес около 95-100 кг. По итогу тестирования могу сказать следующее. Комфорт поездки напрямую зависит от настройки амортизаторов. Крылья и пластик в целом довольно прочные. Если постараться, сломать, конечно, можно, однако гибкость и толщина используемого материала вполне сравнима с мотоциклетными обвесами и обтекателями. Важное замечание для будущих владельцев. Не нужно сильно затягивать болты фиксации крыльев. Все же это не металл, и под сильным давлением пластик может попросту треснуть. За безопасность водителя отвечает двойная система тормозов. Первая гидравлическая на оба колеса, вторая электронная при помощи заднего электродвигателя. Электроскутер City Coco имеет простейшее управление. Здесь нет каких-либо педалей или сцепления. Слева на руле тормозной рычаг заднего тормоза, справа рычаг переднего тормоза.
Под каждым из рычагов расположены концевики, которые освобождаются при легком нажатии. В этот момент включается система плавной остановки при помощи заднего мотор-колеса. Более сильное нажатие задействует торможение за счет гидравлики. Тормоза достаточно информативные, то есть я реально чувствую степень зажатия диска тормозными колодками. Кстати, расстояние рукояток можно легко регулировать по размеру ладони райдера. Очень удобная фишка, если электроскутером пользуются разные члены семьи. За безопасность самого электроскутера отвечает система сигнализации с блокировкой заднего мотор-колеса. И если будущий владелец собирается оставлять электроскутер на долгое время без присмотра в местах отсутствия камер слежения и так далее, я советую заранее докупить дополнительный аккумулятор, который устанавливается в деку с ключевым доступом. Таким образом, у вас не только увеличится дальность поездки, но также вы сократите шансы на успех потенциальных воришек, так как система питания сигнализации будет подключена даже при условии отключения основной батареи. Приятным бонусом стоит отметить и возможность блокировки руля во время парковки. Также возможно купить и установить скрытый GPS-трекер с возможностью отслеживания электроскутера. Где его покупать и устанавливать, решайте сами. Я лишь могу посоветовать мастерскую магазина Luxville. Уже есть практика подобного подключения на мощных электросамокатах, а установка на электроскутер не имеет каких-то суперкардинальных отличий. Кстати, у них же можете заказать полную гидроизоляцию сетикока, если считаете это необходимым. Это, к сожалению, не реклама. Мои карманы не стали полнее. Просто ребята в этом действительно разбираются и делают свою работу с удовольствием. Ну что ж, погнали на тест-драйв. Замерим реальную скорость, посмотрим, есть ли расхождение между GPS и бортовым компьютером, и проверим тяговую мощность электроскутера Ситикока BR4000 Fast от компании Skyboard. Значит, сейчас у него 2 километра на одометре. Посмотрим, насколько четко он отсчитывает собственный пробег по отношению к GPS. Значит, GPS 0. Еще раз его перегружу. GPS 0. Погнали, посмотрим, что у нас получится. Насчет дальности поездки, конечно, я не уверен, что я прям буду ее замерять. Будет зависеть от непосредственно того, что происходит на дороге. Слякотно здесь, мокровато, конечно, для всех этих замеров. Но посмотрим. Вдруг и получится что-то. Таксист никуда там не собирается, не торопится. Ну, температура хотя бы, по крайней мере, не настолько морозная, чтобы прям скользить на шоссейной резине сейчас по дорогам. Я думаю, что максимальную скорость замерить получится. Еду на первой. GPS показывает 25 км в час. Первая скорость 25, да, не выше. И 28 км в час показывает бортовой компьютер. Включаем вторую скорость. Так, ну водище летит, конечно, от машин жестко. Закрываем забрало, едем дальше. Второй режим поездки.
Ой, ветер встречный, ветер в харю! Тормоза хорошие, прям четко отрабатывают. Мне очень нравится. Это круто. Так, ну я вижу, по GPS проехал километр. 3 километра ровно на бортовом компьютере. Но у меня такое ощущение, что техника Skyboard, как всегда, в своем репертуаре. Я имею в виду то, что все в порядке с отмером собственного пробега. Ну что ж, погнали. Третья скорость, замер максималки. «65 вижу. «66. Против ветра. «67 отметку видел. Да, друзья, воды на дороге слишком много. Как бы я не хотел, но я все равно весь перепачкаюсь и просто замерзну ездить и выкатывать электроскутер. Так что я этого делать, пожалуй, не буду. Максимальную дальность поездки вы сможете посмотреть по электробайку по ссылочке. Сейчас появится в верхнем углу экрана. Батарейка особо не изменилась с лета, то есть осталось 60 вольт 40 ампер часов. И дальность в теплое время года вы сможете посмотреть реально, сколько я смог проехать в другом обзоре, который я снимал летом. У меня сейчас обновленная модель, но батарейка не изменилась. Ну что, друзья, что касается расхождения бортового компьютера и GPS, значит, смотрим на одометре с момента включения 6,8 километра, пока эту скорость замерял, накатал. И по GPS 6,6 километра. В принципе, погрешность вполне допустимая. Такая же погрешность на автомобилях, да, то есть бортовой компьютер может показывать родной спидометр в большую сторону на какой-то процент, но ни в коем случае не в меньшую. Это уже хорошо. Значит, у нас получается 6,8 по бортовому компьютеру, 6,6 километра пройденного пути по GPS. Вполне нормально, погрешность минимальна. Наверное, в связи с этим как раз бортовой показывает немножко завышенную скорость. То есть, если я еду по GPS 67 км в час, то здесь где-то играет под 70. Ох ты. Вот на это я не рассчитывал. Круто таскает. Вот так, друзья, по снегу-то гонять. Надо быть либо таким, как я, испытателем отмороженным, ну либо просто дурачком. А сейчас главное съехать с этой снежной слякоти. Ехать по ней может и не страшно, но довольно опасно.
Быстренько пробежимся по комплектации. Она настолько богатая, что обойти ее стороной было бы в корне неверно. Защитный чехол антидождь. Вместительный задний кофр для перевозки груза, который также служит удобной спинкой для пассажира. Встроенная громкая Bluetooth-колонка. Держатель для телефона с USB-разъемом для подзарядки. Набор инструментов. И 4-амперное зарядное устройство с воздушным охлаждением, которое заряжает 40-амперную батарею с 0 до 100% за 10 часов. Таблицу технических характеристик и цену электроскутера на момент съемки вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Перед покупкой любого транспортного средства я всегда советую ознакомиться со всем ассортиментом, представленным на рынке. Обязательно пощупайте товар, опробуйте ту же посадку, чтобы в будущем не болела спина. Модельный ряд можно посмотреть на официальном сайте производителя, а потрогать и покататься можно в магазинах дилеров, которые представлены почти во всех крупных городах России и даже за рубежом. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, ведь компания Skyboard на протяжении всего сезона 2021 года будет проводить ежемесячные розыгрыши среди подписчиков. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. Электроскутер Citicoca Skyboard BR4000 Fast. Самый быстрый и самый дальнобойный электроскутер на моноприводе серийного производства. До встречи в других испытаниях на просторах YouTube. Бычьего вам здоровья и удачи на розыгрышах!